Привет, народ, с вами Скиф. Сегодня у нас вторая часть ролика про Хисвату Волноступ, в котором мы будем разбирать атаку на босса с сиреной. Первую часть про атаку Мадгуда можете посмотреть в подсказке вот тут наверху. Там мы подробно разобрали, кто такая дракон Хисвата и ее боевые способности. Напомню в двух словах. Босс в целом не страшен, пока не использует способность водный спаун. Тогда она впадает в раж, начинает наносить по войскам усиленный урон и призывает мерзких тварей, хейсов, которые пожирают нашу армию, каких бы она ни была уровней. Суть сражения с боссом на данный момент по известным мне тактикам сводится к банальному выживанию танков как можно дольше, чтобы дамагеры успели нанести больше урона, пока их не съели хейсы. А кто у нас лучше всех разбирается в том, чтобы наносить повышенный урон в одну цель и поддерживать армию в боеспособном состоянии столько, сколько это возможно? Верно, Сирена. Ее скиллы, целительная песня и деморализующая мелодия идеально подходят для нанесения урона по боссу, но также она требовательна к сильным живучим войскам, потому как мертвых она, к сожалению, хилить пока не научилась. Давайте посмотрим, какую армию я для нее собрал. Знакомо, не правда ли? Состав очень похож на атаку Мадгудом, но есть пару малозаметных, но ключевых изменений. Во-первых, я заменил 2 пачки 8 уровня алибарчиков на 8 уровень воинов с булавой и на 9 уровень ниндзей. Что это нам дало и почему расстановка танков осталась прежней? На самом деле все очень просто. Благодаря тому, что русалка поддерживает войска, в отличие от Мадгуда, мы можем немного меньше переживать о выживаемости войск и больше думать о нанесении урона. Дополнительная пачка ниндзей будет дольше отвлекать хейсов от основной армии, а воины с булавой дадут возможность разрушителям чар нанести лишние пару миллионов урона. А танки на своих местах, потому что если ставить их в одну точку, то Хисвата массовыми ударами их пробивает настолько сильно, что монашки не успевают выхиливать даже 9 уровень войска. Поэтому наш принцип «разделяй и властвуй» по-прежнему рабочий. Но есть и еще одно важное изменение, без которого больше 56 миллионов урона вам при такой же армии не видать. И во время атаки я вам его покажу. А перед этим поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, бейте в колокол, как бьет ледяной титан, и обязательно вступайте в наш телеграм-канал, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей и тактик по игре. А мы продолжаем. Сирена у нас располагается на втором плоту. Также перед нами знакомый вам по предыдущему ролику кликер. Прошу обратить внимание, как расположены кнопки 2 и 3. Когда мы начинаем атаку, войска второго плота по-прежнему находятся в стороне от танков и не попадают под массовые удары. При этом и Сирена, и монашки имеют возможность исцелять тамплиеров. Нам важно, чтобы они дожили до спауна. У меня скилл Сирены включен. Она его использует 2 раза, в середине боя и в самом конце. На Джаровасе мы нажимали его вручную, ссылка на ролик в подсказке. Если не уверены в монашках, можете и на Хисвате также нажимать его вручную, но тогда применяйте скилл только 1 раз в конце боя. В тот момент, когда тамплиеры вступают в прямую схватку с хейсами и начинают терять хп. Вот как сейчас у нас на видео. А тем временем наш короткий бой завершен. 58 миллионов. Очень неплохо. По урону все предсказуемо. Разрушители чар на этом боссе – короли. На втором месте идут воины с булавой, потом алибарчики и замыкают урон ниндзя, которые тут стоят в основном для отвлечения босса. Воины ветра реальную пользу начинают давать, начиная с 8 уровня. Результат в целом гораздо лучше и стабильнее, чем с Мадгудом после его фикса. На данный момент развивать урон и набивать больше 60 миллионов можно только с Сиреной. Как вы могли заметить, моя Сирена 8 уровня дает результат лучше, чем Мадгуд 11. И совсем скоро на канале выйдет долгожданный ролик, где я отвечу на главный интересующий всех вопрос: поменял ли я Мадгуда? И если да, то на какого героя? Пишите в комментариях, на кого вы поменяли Мадгуда и как вам моя тактика с Сиреной. Обязательно подписывайтесь на канал и смотрите другие бомбезные видео по игре прямо в плейлисте, не проматывая. С вами был Скиф, всем пока!